Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем очередную контрольную работу. Начнем с первой задачи. В этой задаче нам нужно изменять цвет кубика, исходя из того, что мы выберем в этом селекте. Например, я выбираю blue, и кубик сразу синий. Выбираю red, и он красный. Решение буду писать в теле функции, и у меня тут уже что? Получение нашего значения из селекта, связывание функции с самим селектом с помощью onChange, чтобы при каждом изменении наша функция fun1 вызывалась. Все, что мне осталось, это прописать логику. А именно взять дивчик, который я буду изменять, взять стили у него, написать background и сказать, что конкретно этот стиль будет иметь другой фоновый цвет. Проверяем, как это работает. Синий, зеленый, красный. Отлично. Можем переходить к задаче номер 2. В этой задаче мне нужно изменять вот этот ползунок и при каждом его изменении менять ширину кубика. Решение в теле функции, и здесь я буду делать примерно так же. Брать наш кубик, стучаться к стилям, а потом к конкретному стилю. И говорить, что ширина будет равняться v2. Я, кстати, уже получаю наше выбранное значение из инпута в эту переменную. И это у нас input type range. Если вы помните, что input type range — это такой input, который делает диапазон, типа от и до. В данном случае диапазон у нас от 50 до 100. Вот такой вот. Окей, вернемся в наш JavaScript. И я здесь уже присваиваю то самое наше выбранное значение. То, что мне осталось, это добавить сюда px, чтобы в общем это получились пиксели. Также я уже связал это с помощью события onInput. Давайте проверим, как это работает. Уменьшаю, уменьшается. Увеличиваю, увеличивается. Отлично, работает верно. Переходим к третьей задаче. В этой задаче мне нужно проверять, пустое ли наше поле ввода, вот это. Если оно пустое и я кликаю, мне нужно вывести empty. Если же в этом поле ввода будет хоть какой-либо текст, то no empty. Решение, разумеется, здесь. И начну, конечно же, с if условия, где буду брать наше входное значение и сравнивать его с пустой строкой. Пустотой получается. Если же наше входное значение пустое, то я беру наш дивчик и в его текст отдаю вот такое значение, как empty, пустой. Также добавляю else и вариант ответа на else. Если он не пустой, то not empty. Проверяем. Empty. Вписываем. Not empty. Отлично. Переходим к задаче номер 4. Для этой задачи мне потребуется select. Вот с такими вариантами. Как это будет работать? Я буду в селекте выбирать low, например, и кликать на кнопку. И в таком варианте я должен буду увидеть 1. Если выберу medium, увижу 2. Если high — 3. Решение в теле функции. Изначально мне нужно подумать, какой вид условия подойдет сюда больше всего. У нас есть if, у нас есть switch. Мы думаем. И правильный ответ — это switch. Почему switch? Потому что у нас будет строго сравниваться вот это выбранное значение с одним из 3 вариантов. Я прописываю switch, проверяю наше выбранное значение, это v4, и говорю, что если первый вариант, то есть в кейс первый, это low,
то мне нужно вывести в наш out 4, 1. Не забываем закончить команду, а именно поставить брейк. Теперь скопирую эти действия 2 раза, ну, потому что у нас, в общем, 3 случая. Под medium и high. Medium 2, high 3. Проверяем, как это работает. Клик 1, medium 2, high 4. Прекрасно. Переходим к пятой задаче. В этой задаче мне нужно сравнивать то число, которое я веду в это поле ввода, с тем, находится ли оно в промежутке между нулем и сотней. Если это число в этом промежутке, я вывожу valid number. Если же нет, ну, например, это -2 или там 115, то мне нужно выводить пустую строку. Решение буду писать в теле функции. Открываем if и сразу проверяем наш входной текст с тем, больше ли он, чем 0. Больше равно. Как только я написал это условие, я сразу увидел, что вот тут вот не хватает кое-чего, а именно плюсика, ведь именно цифры нам нужно сравнивать. Теперь я сразу же пропишу второй вариант. Это v5 меньше равно сотне. По этой задаче нам нужно сделать сразу 2 условия. Ну, то есть узнать, находится ли наше число между нулем, то есть больше ли оно нуля, и также вот тут вот меньше ли оно, чем сотня. Я не могу просто так писать 2 условия внутри одного ифа, и мне нужен какой-то вспомогательный оператор. Какой оператор сюда подойдет, чтобы оба были true? Дам вам пару секунд подумать. И правильный ответ. И. Это оператор и. Чтобы его поставить, мы делаем вот так. И теперь, если левое и правое условие true, отрабатывает тело ифа. А в теле ифа нам нужно вывести в out 5 inner HTML текст. Вот такой вот текст. Также добавляем else. Если число не находится в этом промежутке, то нужно выводить пустую строку. Я так и ставлю. Пустая строка. Проверяем работу. Работает. Пустая строка. Опять работает. Отлично. Переходим к шестой задаче. В этой задаче я буду сравнивать то, что мы выбрали в селекте после клика, и, исходя из этого выбора, выводить в дивчик какой-то результат. Выбрал HTML, вывожу вот это. CSS Style, JS Logic. Ответ в теле функции. Ну и тут мы уже должны были догадаться, что мы будем использовать такой вид условий, как switch, где я буду сравнивать наше выбранное значение с разными вариантами. Начнем с первого, это HTML. И если это HTML, то мне нужно в наш дивчик out6, а именно в его текст, вывести вот это слово. Вот так. Также в самом конце делаем break, что означает конец команды. У нас еще 2 варианта, поэтому я его прокопирую, чтобы было быстрее, и пропишу вариант CSS с ответом style и JS с ответом logic. Всё, проверяем. Работает. На всякий случай напомню, что в самом конце брейк ставить не обязательно. Это уже и так конец свитча, поэтому что он есть, что его нету, разницы не будет.
и в данном случае могу его убрать. Также это не обязательно, если он у вас стоит, то тоже нормально. То есть оно ж на решение никак не повлияет. Окей, переходим к седьмой задаче. В этой задаче мне нужно менять размеры этого кубика, исходя из того, какое значение я выбираю вот тут вот. Например, первый ползунок я перемещаю, он отвечает за ширину. Я вот так вот его веду вправо, при этом увеличивается ширина нашего кубика. Второй input type range отвечает за высоту. Тоже, видите, веду его вправо, высота нашего кубика должна изменяться. Для этого мне потребуется две функции. Каждая будет работать при своем инпуте, и решение будет выглядеть так. Я беру наш дивчик, у него style, потом конкретный стиль. Первый отвечает за ширину, поэтому width равняется переменной v. Ну, та переменная, где я получил то самое выбранное значение. В самом конце преобразовываю это в p и x, чтобы стили считались. Проверяем. Работает. Такую же конструкцию делаю и для высоты. И получается здесь h, а тут height. Вот так. Работает. Вот мы и сделали всю контрольную работу. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.